Приветствую, друзья! Вы на YouTube-канале Мелочите. Почему обороты двигателя самопроизвольно подскакивают или зависают при переключении передач или после запуска двигателя? Именно этот вопрос звучит очень часто. Вот мы на него и ответим в этом видео. Необходимо сразу определиться, какие зависания оборотов мы имеем в виду. Эту проблему можно разделить на 4 группы. К первой группе можно отнести небольшой подскок и подвисание оборотов при переключении передач. На самом деле это не относится к неисправностям, потому что на многих автомобилях это заложено в алгоритм работы блока управления двигателем. Как мы уже знаем, все доработки, усовершенствования и новшества так или иначе связаны с экологией. И здесь тоже не обошлось без этой самой экологии. Дело в том, что при резком закрытии дроссельной заслонки уменьшается и длительность впрыска. Но двигатель не может взять и резко снизить обороты. Например, с 3000 оборотов в минуту до 800 оборотов в минуту, так как у него есть инерция. Поэтому ему необходимо некоторое время на снижение оборотов. В это некоторое время, пока снижаются обороты, двигатель продолжает засасывать в себя воздух через канал РХХ и зазоры между дроссельной заслонкой и корпусом дроссельного узла. В итоге мы получаем сильно обедненную смесь, то есть мы имеем большой избыток воздуха. А при наличии избыточного воздуха его кислород не расходуется на сгорание топлива. В итоге мы получаем повышенное содержание оксидов азота в выхлопных газах. Это одно из самых вредных соединений для окружающей среды, и по экологическим нормам с ним необходимо бороться и снижать содержание его в выхлопных газах. На частичных нагрузках для этого применяется система ЕГР. Но в режиме сброса, когда мы снижаем нагрузку на двигатель и закрываем дроссельную заслонку, система ЕГР полноценно не подходит для снижения оксидов азота. Поэтому остается только избежать образования обедненной смеси путем не резкого уменьшения длительности впрыска, а постепенного. В итоге мы имеем очень плавное и медленное снижение оборотов, что многими воспринимается как подвисание. Но побочный эффект от этого заключается в том, что это якобы помогает удобнее переключать передачи и более плавно тормозить двигателем при резком закрытии дроссельной заслонки. Кому-то это нравится, а кому-то нет. Но тут уж ничего не поделаешь. Необходимо либо смириться, либо изменить алгоритм работы блока управления двигателем. Идем дальше. Ко второй группе относятся зависания оборотов на продолжительное время. Могут, например, зависнуть на 1500 оборотов в минуту и продолжать оставаться в этом диапазоне довольно долго. Как правило, такая проблема не возникает сама по себе, а проявляется вскоре после ремонта либо обслуживания автомобиля. Например, почистили дроссельный узел, промыли канал РХХ, отрегулировали привод дроссельной заслонки и тому подобное. Исправить данную проблему помогут два последовательных шага. Первое. Приводим все в порядок. Например, правильно регулируем привод дроссельной заслонки, проверяем работоспособность регулятора холостого хода и так далее. И вторым этапом обязательно производим сброс адаптаций. Это позволит избавиться от подвисания оборотов после ремонта либо обслуживания автомобиля. К третьей группе относится самопроизвольное поднятие оборотов двигателя сразу после запуска или зависание оборотов при переключении передач. Обороты могут подскакивать на разную величину, но в течение нескольких секунд приходят в норму. Но иногда могут в норму и не приходить, а оставаться завышенными. Именно с этой проблемой приходится сталкиваться наиболее часто. И всему виной в данной ситуации является подсос воздуха в выпускной коллектор. Более подробно об этом можете посмотреть в этом видео, либо по ссылке в описании. Ну а сейчас я кратко объясню, при чем тут подсос воздуха. Суть в том, что блок управления двигателем перед запуском анализирует показания датчика температуры охлаждающей жидкости. И в зависимости от температуры выставляет необходимое положение регулятор холостого хода для нормального запуска двигателя. Для понимания, при помощи регулятора холостого хода блок управления двигателем регулирует обороты холостого хода путем подачи в двигатель необходимой массы воздуха. Если необходимо повысить обороты, то канал регулятора холостого хода приоткрывается и пропускает больше воздуха. А если необходимо снизить обороты, тогда канал призакрывается и уменьшает подачу воздуха. Так вот, если у автомобиля имеется небольшой подсос воздуха, то обороты двигателя повысятся. Блок управления двигателем это увидит и прикроет канал РХХ, чтобы снизить обороты. Но перед запуском двигателя блок управления еще не видит подсоса и выставляет шаги регулятора холостого хода, основываясь лишь на показаниях датчика температуры охлаждающей жидкости. В итоге сразу после запуска двигателя обороты подскакивают выше необходимых и некоторое время зависают в этих пределах. Время зависания зависит от того, как быстро блок управления увидит завышенные обороты, даст команду регулятору холостого хода и, соответственно, пока отработает сам регулятор холостого хода. И чем больше подсос, тем на большее количество шагов должен прикрыться регулятор холостого хода. Соответственно, на это ему понадобится больше времени, чем при небольшом подсосе.
То же самое происходит и при переключении передач. При закрытии дроссельной заслонки блок управления выставляет шаги регулятора холостого хода по определенному алгоритму для поддержания оборотов в заданных пределах. Но выставив в необходимое положение регулятор холостого хода, ЭБУ видит, что обороты завышены и подает команду на прикрытие регулятора холостого хода. Именно в этот момент мы видим подскок оборотов и их зависание, пока отработает регулятор холостого хода и не прикроет подачу воздуха. Также очевидно, что при очень сильном подсосе предела регулировки регулятора холостого хода может не хватить, и обороты останутся завышенными. ЭБУ, конечно, попытается их снизить при помощи угла опережения зажигания, но, как правило, этого тоже недостаточно. Так что если у двигателя вашего автомобиля самопроизвольно поднимаются или зависают обороты, тогда первым делом ищите подсосы воздуха в опускной коллектор. Ну, к четвертой группе относится рандомное зависание оборотов на абсолютно непредсказуемых значениях. Могут зависнуть на 1500, на 2000 или даже на 3500 оборотов в минуту. И иногда приходят в норму после воздействия на педаль акселератора, то есть на педаль газа. В данном случае обычно без ремонта уже не обойтись, так как зачастую это связано с неисправностью привода регулятора холостого хода или его цепей. Наиболее часто этому подвержены автомобили Chevrolet Lachetti с моторами 1.4 и 1.6, а также другие автомобили с аналогичной системой регулировки холостого хода, где установлен электронный либо гибридный дроссельный узел. Как проверить и устранить данную проблему, смотрите в этом видео.